Сегодня хочу поделиться с вами двумя рецептами салатов из свеклы. У вас было такое, что приготовили блюдо один раз, быстро съели, а потом готовите еще несколько раз подряд? Вот у меня с этими салатами так и получилось. Обычные продукты, ничего особенного, но так мне понравилось, что готовлю уже который раз подряд. Начнем с первого салата. Свеклу я уже отварила заранее. Это, кстати, очень удобно делать с вечера или даже отварить сразу несколько штук. Нарезаю ее кубиком, не слишком мелко. Где-то сантиметр на сантиметр получается. Список продуктов для этого рецепта, как обычно, вы найдете в описании под этим видео. Одной свеклы покрупнее будет вполне достаточно. Высыпаю свеклу в миску, где будут остальные компоненты. Твердый сыр нарезаю кубиком, не крупным, таким же как свекла или даже чуть поменьше. Сыр взяла именно твердый, потому что он не тянется за ножом, что очень удобно при нарезке. Еще беру пару отварных яиц, нарезаю их также кубиком и высыпаю в общую миску. А теперь зелень. Куда же без нее? Особенно в осенне-зимний период, да и вообще в салатах стараюсь ее добавлять. Нарезаю петрушку, она тут подходит идеально. Теперь заправка. Вы не спешите добавлять соль, попробуйте. Потому что сыр уже дает свою соленость. Я добавляю немного соли, буквально щепотку, и майонез. Кстати, напишите в комментариях, какие бы специи вы добавили в этот салат. И вообще, добавляете ли вы специи в салаты с майонезом и свеклой. Перемешиваю все аккуратно. Салат готов. Сверху посыпаю смесью семян. Это и красиво, и полезно. Можно использовать семена подсолнечника, тыквы, кунжут, что есть под рукой. Получается очень вкусный повседневный салат. И все продукты часто бывают в холодильнике. Сытный и простой. А теперь переходим ко второму салату. Свекла частый гость не только за праздничным столом, но и за обычным обедом. И это правильно, потому что она невероятно полезна. Подготовку этого салата начнем с лука. Его моем, очищаем и нарезаем. Разогреваю растительное масло на сковороде и отправляю туда лук. Обжариваю на среднем огне до золотистого цвета. Это займет минут 5-7, не больше. Пока лук жарится, займемся свеклой. Отварную или запеченную свеклу нарезаю соломкой или натрите на терку, как вам больше нравится. Кстати, если у вас есть время, попробуйте запечь свеклу в духовке вместо варки. Заверните в фольгу и запекайте при 180 градусах около часа. Вкус получается более насыщенным. В описании к этому видео, кстати, будут еще несколько рецептов салатов с отварной свеклой. Вкусные на каждый день. Теперь маринованные огурцы. Нарезаю. Жареный лук уже остыл. Добавляем его в салат вместе с маслом, на котором он жарился. Это масло пропиталось луковым ароматом и даст салату дополнительный вкус. Чеснок тут уже по вкусу. Мелко нарежьте его ножом или воспользуйтесь прессом для чеснока. Теперь заправка. Немного уксуса. Я беру обычный столовый, но можно и яблочный. Черный молотый перец по вкусу и растительное масло для салата. Все перемешиваем аккуратно. Спасибо вам за подписку на мой канал, лайк и комментарий. Ваша поддержка очень важна для меня. И не забывайте сохранять рецепты, чтобы не потерять. Заглядывайте почаще на мой канал. Здесь много интересных рецептов на любой вкус. Стараюсь сделать их простыми и вкусными, чтобы вы могли повторить дома без особых усилий. Приятного аппетита, до встречи в следующих видео.